есть обесточение полное происходит. Почему переобучение было у Росгвардии? Контроль за ядерной и радиационной безопасностью, он бы был просто потерян. Это ненормально, это, по большому счету, такая катастрофа, можно сказать. Мы шли в сопровождении БТРов, наверное. С автоматами вели нас через лес к речке. 5 сантиметров от края лодки до воды. Я вам обещаю, что вот вы приехали на работу со мной, и вы все со мной уедете оттуда. Начиная в период с 24 февраля и где-то до, сейчас вот не помню, то ли до 6, то ли до 7 марта у нас последовательно начали отключаться линии 110-330, то есть одна за одной, в результате в основном боевых действий, разумеется. После того, как последняя линия лесная отключилась, я сразу поставил в известность НСС, сказав ему, что, смотрите, последняя линия осталась, то есть если вдруг чего, мы садимся на ноль, то есть обесточение полное происходит. Вот. Он оповестил начальников смен, мастеров смен технологических цехов, чтобы там подготовили фонарики, инструкции на этот счет. Была связь с Киевом, и диспетчера даже мне тогда говорили, что, мол, бригады будут выезжать, значит, линию Киевская 330, лесную 330, мол, будут стараться ремонтировать. Но, выходя на обед, листая интернет, то есть, я вижу, что, что они будут ремонтировать, если Гостомель, Вышгород, Буча, это ж все вот как раз это направление. Вот, что там ремонтировать, если там бахают, стреляют, и там война полным ходом идет. Поэтому, естественно, мы отдавали себе отчет в том, что очень вряд ли. А здесь инженер у меня пошел на обед, я сижу спокойно, жду НСС, который должен вот-вот где-то появиться, меня подменить тоже на обед. И бац, и все, и темнота. Ну, не совсем темнота, конечно, аварийные лампы у нас работают, постоянно горящие. Вот, 9 марта, то есть в 11:22 отключилась наша последняя линия 750 Киевская. И да, мы сели на ноль, то есть, как мы говорим, произошло полное обесточение не только главной схемы, но и собственных нужд ЧАЭС. Дизеля-то включились, если уж говорить с технической точки зрения, то это довольно непростой момент для персонала. Это хорошо, что это произошло днем в 11:22, если мне память не изменяет. То есть это дневное время суток, когда можно было спокойно все это делать, не спеша. А если это в ночное время, то там были бы другие последствия. Вот даже при условии, что, во-первых, персонала минимальное количество, во-вторых, темнота, в-третьих, те фонари, которые есть, они могли бы просто не выдержать, разряжаться. Поэтому так получилось, что повезло. И ребята спрашивали, насколько далеки тренировки, которые мы проводим, от реальности. И, в принципе, нет, недалеки. То есть все так и есть, как тренировка пишет, практически так оно все и происходит. И наши действия, соответственно, тоже были основаны не только на инструкциях станционных, но еще и, скажем так, от людей, которые участвовали в таких тренировках и какие-то там куда-то ходили, анализировали схемы, то есть у нас есть наработка этих данных, так называемый опыт эксплуатации, он передается, он накапливается постоянно, мы делимся друг с другом этими моментами, и это тоже сыграло свою положительную роль, поэтому наши тренировки – это очень хорошая штука. Запитываются в первую очередь самые важные объекты, и потом есть специальный список, потом менее важные. Я восстановил освещение и сигнализацию у себя на ЦЩУ, и мы третий блок восстановили уже там частично, и потом уже приступили к запитыванию
промплощадки, второстепенных и даже третьестепенных объектов, запитывали все подряд. Подключение, я вам просто говорю, осуществлялось вот это переходной режим подключения объектов в течение 14 часов. Мы запитались от дизелей, и у нас вроде бы как все добре на промплощадке, там, главном корпусе и так далее, и так далее. Пришло понимание того, что Славутич остался без света. А как раз через ЧАЭС транзитом сюда шло на Славутич электроэнергии. Поэтому Славутич остался вместе с ЧАЭС без электроэнергии. Тогда, в общем-то, у нас-то там дизеля включились, а здесь-то включаться нечему было. И начинается с следующего утра, конечно, да, то есть кто-то не мог связаться с родственниками, и родственники там было такое, что 2 суток человек не получал никаких вот звонков отсюда. Для всех был шок, так хотя бы говорили, общались с семьей по телефону, когда можно было, как, что у вас там, что у нас, уже поговоришь, уже тебе на сердце это полегчает, что слава Богу, что пока все спокойно и у нас в городе, и там где Киев, где у кого родные какие, вот. Потом, когда уже это все не стало, очень тяжело стали, спасибо вот тоже всем на работе, на офисе у нас, придумывать телефоны стационарные же. Собственно, да, вот это из-за обесточения начинается уже готовка пищи на кострах. Как бы понимаю, что у меня еще взрослый ребенок, а как это с маленькими детьми, да и вообще просто как бы это ненормально в 21 веке готовить пищу на кострах. Мы город энергетиков, мы заточены, у нас нет газа, у нас электроплиты, у нас электробойлера, да, то есть как бы все на электричестве. И как, и что, и каждый раз, когда, например, мне звонили, или каждый раз, когда начальник звонил с города, я всегда спрашивал, ну что вы там, ну как вы там? Ну и все ж, да, все нормально, да, дров навезли, да мы там на костре там жарим, да мы там это то есть как бы, вот жена звонит, рассказывает, да я там к родителям пошла, мы там на мангале то приготовили. Я говорю, так освобождайте холодильник, не держите там это мясо какое-то там, да, что-то еще, ну, расходуйте там. Она говорит, так мы и так это все делаем, мы жарим тут и варим, и все это, потому что, ну, что, где, как, когда восстановится, никто же не знал ничего. Дизель-генераторы, они предназначены для кратковременной работы и подачи электроэнергии до того момента, пока не будет восстановлено нормальное электроснабжение станции. Гейка дает команду мне найти руководство захватчиков, привести к себе. Я их нахожу, привожу. Гейка им заявляет следующее. Вот вы захватили объект. Грубо говоря, вы руководите им. Поэтому давайте, как хотите, обеспечивайте нас дизельным топливом для бесперебойной работы наших дизель-генераторов. Ну, день они поставляют, 2 поставляют. У нас уже полная статистика выработалась, сколько нам нужно. Получалось. 1 день с внешними объектами 27 тонн, следующие сутки 25 тонн, 3 сутки опять 27, 4 25. Ну, вроде как ничего, по 4 бензовоза в сутки приходило. По истечении 4-го дня НСС говорит, от генерала поступил ультиматум, что дает нам на размышление ровно сутки. Того топлива, что сейчас в баках, нам хватит ровно на период этого размышления. Топлива больше не будет. У вас выход один – подключаться к электроснабжению от Беларуси. Ну что, для нас патовая ситуация. Или ставить под угрозу радиационной аварии объекты в последующем, когда не будет полное обесточение. Или все-таки подключаться. Какие последствия могли произойти? Ну, последствия по городу вы увидели, да? Если нет света, значит, люди просто-напросто, город не может не то, что там приготовить, покушать, маленьким детям что-то прийти и так далее. А если говорить по станции, то те приборы, с помощью которых ведется контроль за состоянием отработавшего ядерного топлива, за радиоактивными отходами, те системы, которые обеспечивают охлаждение, отвод тепла и так далее, то есть
радиационный контроль, они бы просто-напросто... Да, там есть аккумуляторы, но эти аккумуляторы, они не на долгое время, их, ну, скажем так, 3, 4, 5 часов от силы, там, ну пускай 6 часов и все. Вот. И поэтому весь этот контроль за ядерной радиационной безопасностью, он бы был просто потерян. Хаят-2, допустим, прекратил работу, да, практически сразу они там закруглились, и они не работали, не резали топливо, не паковали его. А Хаят-1 остановить свою работу не может, потому что главная его работа – это поддержание определенных параметров в бассейнах выдержки топлива. А это циркуляция воды, это масса датчиков, это всякие системы, начиная с системы радиационного контроля и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас на Хаяте практически процентов 90 электрооборудования считается системой важной для безопасности. Ну, на самом деле это ненормально, аварийная ситуация или как это, это ненормально, это, по большому счету, такая катастрофа, можно сказать, потому что оставлять объект без контроля, такой, например, как НБК, АУ, Хаят первый и второй, да и вообще просто останавливать станцию вот так вот просто, как закрыть поворотом ключа, так невозможно, так нельзя, это неправильно. Есть там под дозиметрической части детектор там дорогой, и если отключается свет, он там в аварийном режиме может сколько-то работать. И вот у нас как раз, когда этот свет отключилось, нам завод подключили, мы сразу к этому детектору связались с дозиметристами, инженерами-радиологами в телефонном режиме и вывели его все это в безопасный режим. То, что там, я не знаю сколько, или 500 тысяч евро стоит, что-то такое. Перестала бы работать столовая, перестали бы работать душевые. Это что касается бытовых вопросов. Почему переобучение было у Росгвардии, у 200 человек, которые там находились, которые рылись в рыжем лесу, окапывались там? Потому что на санпропускнике 14:30 2 недели не было ни воды, ни электричества. В чем они копали, они в том и спали, и ели, и все. Даже то, что в холодильнике находятся лекарственные средства, которые температурного определенного режима, мы просто не могли бы мы пользоваться. Ну, обдумав это, с утра прихожу к Гейко, говорю, Валентин Александрович, тут патовая ситуация, и мы никуда не денемся, мы будем вынуждены подключиться. Предлагаю им такой же ультиматум, только встречный выдвинуть. Подключаемся при одном условии, что запитываем город Славутич. Зная, что происходит с нашими семьями, со всем. Все, вызываем генерала, докладываем о таком решении руководству станции. Те не возражают. Вызываем генерала, говорим, что руководство станции в курсе, патовая ситуация, все, просто выбора нету жизненного. Он говорит, Славутич, да, без проблем, все это. Мы, конечно, тоже с такой легкой руки, говорю, что вот как топливо это. А ультиматум почему от него поступил по поводу топлива? Он говорит, мне пришел нагоняй из штаба, потому что вы столько топлива от фронта оттягиваете, которые на Киев идут бензовозы, что, говорит, штаб мне в ультимативной форме это заявил, я вот вам заявляю, что топлива больше не будет. Так как орки нас заправляли, где-то какой-то танк остался без топлива лишние полчаса. Это тоже мы считали это нашей маленькой перемогой. А почему бы и нет? Надо везде искать позитивные моменты, правильно? Ну и в итоге произошло подключение сначала станции. Через несколько часов мы подключили Славутич. Как происходила запитка города? Когда около 2 часов мы запитали ЧАЭС, да, и я запросил запитывать Славутич, начальник мне мой сказал, нет, пока, мол, разговоров нету, значит, ждите, мол, возможно, сегодня даже и не будем.
Естественно, мы все расстроились. Я говорю, ну как же так, ну мы же готовились, ну, вы ж тут в городе, ну как вы это? Да, от нас, мол, ты ж понимаешь, от нас, мол, ничего не зависит особо, мол, это ж, ну, надо ж получить разрешение от энергосистемы, потому как подстанция Славутич, она не относится к ЧАЭС и не относится к городу. Это часть энергосистемы центрального региона, объединенной энергосистемы Украины. Поэтому как бы вот момент такой довольно важный. Я говорю, ну хорошо, так что нам, как нам? Ну вы, говорит, там подготовьтесь, там, может, бланки там туда-сюда, проверьте. Ну хорошо. Тут где-то часов, наверное, около 4:30, да. Остался я один. Я не помню, куда у меня ускакал инженер по каким-то делам, то есть ушел по рабочим. Я остался один. Обычно у нас довольно часто такая ерунда бывает. Остаешься как только один на щите, сразу шквал звонков со всех сторон. Все что-то хотят, что-то... Ну и я примерно, я вроде бы как не имею права проигнорировать звонок, да, особенно когда он идет с рабочего пульта большого, то есть. Поэтому обычно делая так, разговаривая по одному телефону, я второй беру, говорю, пожалуйста, минутку, подождите, ложу, заканчиваю здесь, а потом уже беру это. Точно так же было и здесь, то есть я разговариваю по одному телефону, у меня звонит телефон на пульте, я вижу, что номерной, то есть я не знаю, кто звонит, я нажимаю кнопку, говорю, пожалуйста, минуточку, ложу трубку, заканчиваю разговор на первом телефоне, ложу его, и тут слышу краем уха какой-то такой шум, как будто крики, но где-то как-то издалека, вот совсем-совсем издалека. И я так, а я один, то есть инженера нет, НССа нет. Я так как-то думаю, что за ерунда? Ну ладно, может, померещилось. Я беру эту трубку и понимаю, что начинаю ее поднимать, как бы, и понимаю, что крик идет из этой трубки. То есть реально такой... Я так к уху аккуратненько. В трубке голос начальника. Леха! Леха! Дали разрешение на Славутич! Вот это был, конечно, да. Где-то вот... Это, может, даже не 4:30, может... Да нет, где-то около так. 4:30, может быть, 5 это было. Это было вот настолько... И я такой, да, все, я понял. Давайте, проверяйте. Я говорю, да все уже проверено. Давай, следующую команду давай. Так, там, собрать схему, там, это, что-то там, это. Я говорю, все, принято, мы выполняем. Я ж сразу промахиваясь по кнопкам на подстанцию ребятам. Так, ребята, есть разрешение на Славутич, готовим схему. Все такие, все, то есть, как бы, делалось все, конечно, максимально быстро, максимально оперативно, то есть, как бы, вот. И это, наверное, был такой довольно самый яркий момент, потому что, я же говорю, вот, тишина, то есть только гул приборов у меня, там легкие лампы эти у нас, хоть и светодиодные, но тоже так потрескивают, то есть как бы вот эти вот какие-то крики какие-то, и я понимаю, что кричат из трубки, и у меня как бы, ну, сначала шок, ну кто там звонит, что там, кого там режут, может, кого-то, я так аккуратно, а он мне вот, есть разрешение на Славутичи. Это было, конечно, да, очень такой яркий момент. Вот так мы смогли удержать, скажем так, объекты в безопасности и плюс к этому еще обеспечить город электроэнергией, вас выручить чуть-чуть. Непростое было решение, очень, говорю, именно в душе оно не воспринималось никак. В принципе, с первого же дня, да, начались разговоры, как нам, когда нас все-таки отсюда заберут. Вот. С первого дня завтра совещание в 9 утра, в 10 мы приблизительно понимаем закончат, в 10, значит, руководство отзванивается в цеховое, ребят, все, ничего не получается. Ну, понимаешь, что завтра мы набираемся снова. И так вот продолжалось. В понедельник примерно мы поняли, что в ближайшее время не произойдет ее. На второй день я собрал всех в столовой, вот, всех женщин, всю смену, которая там была, вот, особенно женщин. Я им напрямую сказал, что произошло. И я им, честно скажу, я им, вот как и вам говорю, что я вам обещаю, что вот вы приехали на работу со мной, и ви всі со мною уїдете оттуда. Я зразу сказала, що я поїду тільки, коли буде їхати НСС і будуть їхати всі чоловіки, тому що жінок, куди повезуть жінок? Хто знає, куди нас повезли б. А жінок нас було всього 8 чоловік. Скільки? 12 чоловік – це з усіма. Так що дуже
хотілося всім додому, ну от якось так, щоб всі разом їхали. И все говорили, что в городе согласны, что есть такие герои, вот именно что герои, что пойти, зная уже, что куда они идут, что там не наши уже, что там чужие, что станцию захватили, но у каждого работника находилась замена, что все были согласны поехать на ротацию на эту. Но самое главное – маршрут. Мы должны понимать, вот когда у меня спрашивал этот Артищев, а как вы раньше добирались? Я говорю, мы добирались по железной дороге. А сейчас? Я говорю, вот смотри, давай загибать пальцы. Автодорожный мост взорван, через Беларусь никто не поедет, потому что там такие же стоят, как и вы. Никто людей туда не пошлет. Железнодорожный мост, по которому, по железной дороге, он тоже взорван, и мы туда тоже не поедем. Следовательно, нужно искать какие-то другие маршруты. Хорошо, предлагайте. Ну, вот на тот момент директор был поставлен в такие условия. Сам решай, сам ищи, сам и делай. 18 числа я так рассчитывал, хотя бы если к 25 числу нас поменяют, это хорошо, потому как я понимал, все-таки военные действия идут, военные российские, они говорят одно, делают другое, все мы это знаем. 20 числа на 8 утра НСС дал команду собрать первую группу. Я с первой группой отпускал 5 или 6 человек из смены я отпускал, то есть полсмены фактически. Нам говорят, быстренько, девочки, уходим, ждут нас и уходим. Вышли на БК-1, на первом этаже было что-то вроде усиления, то есть если раньше пост состоял из где-то 2 человек у них, да, то в этот раз там порядка что-то под 6, под 8, попросили распахнуть полы куртки, а больше ничего, какого-то дополнительного обыска не было. Автобусы подогнали, повязали белые флаги на автобусы. Мы по одному прошли в автобус, разместили нас. Пришел ихний генерал этот со списками с нашими, сделал перекличку каждому, сели на месте. Уехали на Чернобыль через Лилев, ну, дорога ЧАЭС Чернобыль, потом через Припять уезжали на КПП Парышев. Мы шли в сопровождении БТРов, наверное. Вот было так страшно. Вот, как бы, поэтому была тишина, тревога, вот атмосфера, да, вот витала в автобусе, тревоги, какой-то тревожности. Сама себе вговарювала, що ми їдемо додому, ну я тихенько плакала, і син говорив, мамо, нас привезуть додому. А я кажу, мабуть, нас везуть в заложники кудись, чи в Білорусію, чи в Росію, ну, якось так. Вот боялись, конечно, очень, потому что до этого уже слышали, что давали зеленые коридоры на Украине, в некоторых местах, что они не выполняли, что некоторых расстреливали, ну такое. Ну, гнали дальше мысли, ехали, убеждая себя в том, что все будет хорошо. Лично у меня, то есть как бы такого какого-то ажиотажа особого, ну, ничего вроде такого не было, ну как бы так, особо. Да, хотелось домой, безусловно. Ну, то есть, так вот, бывает, да. По всей протяженности дороги находилась военная техника, и достаточно впечатляющая, да, то есть это даже не танки, не БТР, это вот какие-то там установки. Довезли нас до Гденя, там речка такая, это уже территория Украины с Белоруссией.
Там стоял пропускной пункт белорусский. Нас с автобуса всех попросили выйти. Автобус перегнали вперед, а мы уже по одному проходили через таможню белорусскую эту. Там было развернуто ими что-то вроде пункта пропуска, но, судя по всему, временный, потому что все было на дизель-генераторах. И по карте еще, когда смотрели, когда мы поняли примерно маршрут, мы посмотрели, что в этом населенном пункте там не было никогда раньше такого пограничного перехода. Там досмотр личных вещей, ну, соответственно, с их стороны. Значит, досмотр производили, контроль только пограничники Белоруссии. Вот, россияне просто стояли в стороне, значит, непосредственно белорусы были. Ну, запрещенные вещи, как обычно, вопрос стандартный. Вот потом металлоискателем, и подходили мы к такому, может быть, повторяю, временный вагончик и представляли свои документы. У кого были паспорта с собой, значит, у кого еще, ну, мы представили вот эти наши пропуска П2 для перемещения по зоне отчуждения. Вот. Были такие наводящие вопросы, где вы работаете, в какой должности, я не знаю, там, были ли у них списки или информация о том, кто мы на самом деле, ну, что-то они сводили, какую-то информацию, видимо. Коли ми приїхали на таможню на білоруську, я дуже розплакалась, бо в мене чоловік білорус, у нас його вся рідня у Білорусі, я дуже плакала. І жінка сидить і говорить, не плачте, все буде хорошо. А я говорю, как хорошо? Мы, говорю, месяц, как были у вас. Да, было все хорошо. У нас вся родня, говорю, здесь. Вы понимаете, у моего мужа все корни здесь, а вы говорите хорошо. Мы просто их больше не увидим. Она говорит, нет, все будет хорошо, не плачьте. Опять же был момент очень эмоциональной встречи с нашей сменой. Вот. Нам удалось буквально там секунды, максимум минута, обняться, расплакаться вот с той группой, которую они перевозили, да, уже там 2, по-моему, осталась группа, по 8 человек, 16 человек, девчонки со столовой, то есть вот это вот был такой момент встречи, как бы мы то находились, считай, 25 суток в определенном составе, и тут наши люди, славутычане. Мне получилось так, что я прошел вот этот вот паспортный контроль и пересекся с автобусом, который приехал со станции и привез персонал. Вот. Так глазами взгляд бросил, и вот, я не знаю, как вот в фильмах про катастрофы, вот взгляд вот этих людей, которые, ну не знаю, у них, ну, страх, так может, навряд ли страх, а именно, наверное, усталость. Именно вот такой взгляд усталости, вот мне, например, мне кажется, что это будет вот, этот взгляд стоять у меня всегда. Этот взгляд такой был, конечно, ну, жуткий. И туда, которые поехали, тоже настоящий герой, по большому счету, потому что они ехали в неизвестность. Никто не знал, чем это кончится и насколько они туда едут. Поэтому мы-то ладно, я всегда говорю, нам так звезды сложились, что в этот день мы оказались на смене. И нам некуда было деваться. А вот те, которые ехали туда, для них это было все намного сложнее. Для меня это вообще героические люди, вот, которые добровольно, так сказать, поехали на замену персонала. То есть это вообще-то... Сомнений нет, сомнений не было ни в коем случае, потому что мы понимали, что там находится персонал, который поехал туда на одну смену. И их надо было менять, потому что мы созванивались периодически с ними, но и состояние их было уже такое у некоторых на пределе. Вот. Очень тяжело, мы понимали об этом прекрасно, по крайней мере, я об этом понимал прекрасно, что людям надо замена. Поэтому, чтобы не было никаких вопросов, тут сразу же надо, значит надо. Сели в автобус и ехали дальше. Проехали к самому мосту, где уже начинается, опять же, граница Белоруссии с Украиной. Нас так высадили всех и сказали, что... Ну, еще когда садили нас на ЧАЭС в автобусе, сказали, что были, чтобы все готовы, что нас будут переправлять через речку на лодках, потому что мост был взорван уже на это время.
Вот, подъехали к мосту, все выгрузились, ждали нас по 8 человек, брали ихние военные, один впереди, один сзади, и тоже так же с автоматами вели нас, спускались по ступенечкам, через лес вели к речке. Они там сделали деревянный причальчик такой, где можно было оттуда встать и уже опуститься в обычную лодку. Нас ждал большой сюрприз в виде деревянной лодки и 2 рыбаков, которые застряли. Ну, они не застряли, они просто рыбачили в Амневе, так как они мне говорили. Вот, и их выдернули, так скажем, для переправы персонала. Они к этому тоже не были готовы особо. Но работа есть работа. Надо помогать, значит надо. Местные жители Самнева, 2 человека, вот они со мной ездили туда к президенту на награждение. Это люди, которые действительно с большой буквы, они не побоялись. И вот эти 2 человека, грубо говоря, целый день нас на этой лодке по 8 человек возили. 2 человека. Так вот, это тоже настоящие герои, которые не побоялись и этим занимались. У воды холодно. Вот. Единственный еще такой момент, это когда мы стояли у воды, было видно, я так приблизительно ориентируюсь по местности, видимо, со стороны где-то Михаила Коцубинского увидел выстрелы РСЗО, видимо, по Чернигову. Ну и далее была слышна канонада, так немножко стало не по себе, потому что мы слышали это по радио, а тут мы приехали, и вот прям видим пуски на той стороне, потом вот этот грохот, канонада. И мы предпоследней партией сели, значит, в лодку в 6 человек по воде тихонечко, так, ну, достаточно было так неприятно, потому что лодка такая, долбленочка на моторе, вода высоко, идем. Страшно, бо я перший раз на лодці плила. Було дуже страшно. Жилети, хто повдівав, хто не вдівав, ну, держали в руках, щоб тільки не потонути. Сиділи, як мишенятка. От края, там буквально, наверное, 5 сантиметров от края лодки до воды было. То есть, как сели, все, никто не шевелится, и так и плывем. Ну вот и по речке туда-сюда, лодка 15 минут засекали. Я ехал, уже было темно. Ну а там на базе ЦПД ждал директор. Нас с чаем, с кофе. По-моему, вот мы стояли, я и Валентин Небрат, мастер смены, подошел исполняющий обязанности генерального директора Сейда, ребята, сигареты, все, чем можем, да мы, да спасибо вам-то. Вот. И дальше последняя партия, приходит НСС Гейко Валентин Саныч, опять же там отогрелись, кофе, чай попили, ну что, будем грузиться, и тут Валентин Саныч говорит, минутку, у меня для вас презент. Вот. И достает из своей сумочки и передает генеральному директору флаг, который был снят с флагштока на площадке АБК-1. Вот. Ну а потом на автобусах уже в Славутичи наши ребята с теробороны встречали на блокпосту. Ну и в город приехали, уже темно было. Радость была, был шок, были слезы, плакали. Но мы не верили, что мы дома. Вот, понимаете, такое было ощущение, что ты не дома, ты в каком-то страхе еще. Я не могла до памяти прийти еще, ну, пару суток, так это точно. Такое, как будто бы это и мой дом, ну, как страх был, что я должна куда-то идти, что там военные, что там эти, что я... Ну, вот такое было чувство. Я вдома, я побачила свою маму. У мене мама дуже-дуже хворіє, дуже. І вона думала, що нас нема живих. Так мені вдома якось легше, тому що я її бачу, і вона трошечки відійшла. Вона думала, нас просто нема, і Пашки, і мене. І вона дуже переживала, і вона сказала, до неї приїжджали і говорили,
Дзвонила Надя, дзвонив Паша. Вона говорить, всім дзвонять, тільки мені не дзвонять. Не потрібно мені розказувати, їх нема вже. Я когда вот вечером подхожу домой, ну все, ну я уже почти дома. Я захожу на первый этаж и так, и потом такая мысль, блин, жена ж говорила, лифт отключен. Ну я, конечно, так и нажал. В ответ тишина, думаю, ну, елки-палки, ну, чё, куда деваться? Вот. Пошел на 9-й этаж, и где-то уже этаже на 7-м, 6-м даже, слышу сверху топот уже несется сын, и следом жена тоже скачет, то есть как бы... Наверное, из самых последних запасов, да, вот там с сестрой был накрыт, так сказать, праздничный стол, то есть это настолько впечатлило, как бы, что да, действительно, тебя ждали, тебя встречали. Конечно, я думаю, что нам там было все-таки легче, чем славутчанам. Значит, первое, все-таки мы обогреты, да? У нас есть свет, у нас есть пища постоянная. Да, мы находимся в том режиме, в котором мы находимся, но как бы больше, вот опять же, мы на НБК так завели, да, мы очень несколько раз в день там собираемся небольшим нашим коллективом, что-то общаемся, друг друга поддерживаем, мы видим друг друга, контактируем, нам действительно, ну, опять же, мужчины, да, нам было в этом моменте, зная, как здесь, повторяю, когда вот начались моменты с перебоями, значит, электроэнергии, вот эта готовка на кострах, плюс здесь жены, дочери, да и у кого-то там родители пожилые, то есть здесь вам, наверное, тяжелее, я думаю, все-таки было. У многих семьях тотальный дефицит продуктов, да, вот это вот как бы ситуация. Первый раз я увидел очередь на следующее утро, вот здесь на площади возле киноконцертного, то ли молоко, то ли что там привезли, и вот это через всю вот площадь как бы. И я к жене, я курил на балконе, она выходит, говорит, о, что-то там как-то она сказала, типа, то ли молочку привезли, то ли что-то такое. Я говорю, это что, говорю, очередь за молоком? Она так на меня, да. А потом до нее тоже дошло, что я-то вижу это первый раз. Она-то да, это она уже увидела. Она такая, ха-ха-ха, типа, ну привыкай, типа, вот так вот, да. Второй момент – эти бесконечные сирены. То есть ты прекрасно понимаешь, что это такое, да, воздушная тревога, угроза артобстрела – это все реально, все страшно, да, действительно. И как бы мои родные и близкие замечали как бы тревогу за мной. То есть я реально реагировала на каждый звук, на каждый шорох. Постоянные, насколько я знаю, были объявления, значит, тревог с перемещением в бомбоубежище. Все же в страхе жили, все жили в подвалах, в каких-то убежищах, где-то дома расстелили коврики, в каких-то коридорах, в каком-то... Ну, не жили люди уже своей же жизнью, жили уже, подстраивались под военное все. Нам было чуть легче, проще, скорее всего. Я не скажу легче, потому что в эмоциональном, психологическом все равно, вот я видел эти моменты, да, вот у меня нет, чуть один раз не дошел тоже до какого-то вот предела, потому что были ребята, у которых вот, было видно, что вот уже на последних держатся. Но это чисто психологически. Вот. А здесь это было и физически, потому что, говорю, вот, допустим, меня нет дома, и дочь, жена, вот все ложится уже как бы на них. По поводу ребят, которые там оставались, значит, вот это было дословно, да, сказано. Говорит, у меня папа дома с мамой вроде все нормально, всего хватает, и я лишний род, я не поеду. Киевляне, понятно, там ребята, кто остался, потому что просто элементарно физически не добраться. Вот. Многие действительно остались именно по причине, чтобы действительно не быть там обузой. Если, контакт все равно поддерживали, да, если есть уверенность, точно мы знаем, что, как с их слов я знаю, что дома будет все более-менее нормально, порядок. Лишним сюда ехать, как бы вот сюда в Славутич, да, вот лишний род и так далее. Именно да, так и было. Я был готов ехать, как говорится, домой, поддерживать семью, но семья была против. Они очень сильно переживали, да и у самого, когда начинались вот эти первые, то что как поедем, то не поедем, то как поедем, опасения шли, так, в голове проскакивало, потому что не хочу рисковать тем, кто будет меня менять, и сам не хочу рисковать.